So the title of my lecture tonight is Smart versus Smartass, and I wanted to take a look at what these words mean in English and how they're constructed, because I think there's a lot behind this word smart that maybe we don't see when we just automatically couple it with smart cities. Но сегодняшняя моя лекция называется, если перевести в таком первом приближении на русский, «Умный» и «всезнайка». Но для начала я хочу посмотреть на сами эти определения, слово smart английское, да, и smartass, поскольку они очень многозначные, и насколько вот эта многозначность слова smart позволяет, и что она позволяет увидеть, когда оно объединяется со словом город. Когда мы говорим в русской традиции современной принято переводить smart city как умный город. So behind the word smart, we could look a lot at what smart means. So what exactly does smart mean? Ну вот если мы посмотрим на слово smart, умный, это такой первый русский перевод его словарный, давайте поподробнее разберемся, какие еще значения у него есть. There's a long history to the word smart. The word smart goes back about 1,000 years in English. It can mean a number of things, including... У слова smart очень долгая история. Это древнее английское слово, в английском языке оно существует уже около 1000 лет и может означать следующее. To smart someone is to hurt them, to hit them. And so something that smarts has a painful, it's painful, it's related to a physical blow. Но такое самое древнее значение, глагол to smart, это ударить, причинить боль, то есть нанести какой-то удар. So that's the medieval version of smart. Это среднеанглийское значение в среднеанглийском языке. Later, it develops a different connotation, and it's senses relating to qualities of speed, intelligence, and neatness. And these are three very different things. Но постепенно значение этого слова, как часто бывает, менялось со временем, и впоследствии оно стало означать уже три разных вещи, включая скорость, идею скорости, ума, то есть быстрого ума, сообразительности, и аккуратности, ловкости такой в одежде. So someone in a smart city might be moving quickly through that city, might be very well dressed, might be neatly dressed, might be looking smart and acting smart. They might seem intelligent. So it's a mix kind of all of these three things in the 1940s, 1950s, 1960s. Ну, вот если мы посмотрим на значение этого слова, скажем, в 40-е, 50-е, 60-е годы 20 века, мы увидим, что человек, живущий, скажем, в умном городе, если smart city мы его называем, это человек, который двигается быстро, который быстро, на первый взгляд, соображает, который аккуратно и ловко одет. But of course, if someone is smart, we think of them as clever, we think of them as intelligent, and we think of them as knowledgeable. Но когда мы говорим о человеке, что он умный, да, smart, то мы подразумеваем, что он обладает большими интеллектуальными способностями, что он много знает, что он умен. And these are all important words if we want to understand what goes into how we characterize a smart city. Apparently, though, also my water can be smart. This is something I bought before I left the United States. Ну и вот эти все слова, эти все значения, о которых я говорила, безусловно, помогают нам понять, что может подразумеваться под умным городом. Но помимо того, что мы можем называть город умным, smart city, умный может быть, скажем, и вода. Вот на фотографии бутылка воды, которую я купила перед отъездом из Америки, она тоже называется умная вода. So there is, as my friend once said, a fine line between smart and smartass. И существует очень тонкая грань, как сказал когда-то мой друг, между умным и таким всезнайкой. And this is important when we start thinking about our smart cities, because how they display their intelligence to us and what they do with our data matters. So smart can mean of a device or a machine appearing to have a degree of intelligence.
И поэтому надо очень осторожно понимать и аккуратно относиться к этому слову smart, когда мы говорим применительно, когда мы используем его применительно к городам, потому что мы подразумеваем, что умный город, в умном городе очень много устройств. Если они умные, то они демонстрируют некий уровень интеллекта. Smart can mean able to react or respond to differing requirements, varying situations, or past events. Но глагол smart или прилагательное smart может также обозначать человека, который в состоянии быстро реагировать и отвечать на различные требования, на различные ситуации или прошедшие события. And when a device is smart, it can be programmed so as to be capable of some kind of independent action. И если какое-то устройство мы называем умным, то есть smart, это значит, что его можно запрограммировать таким образом, чтобы оно было способно на некие независимые действия. Again, it can be designed to act or respond to conditions in a more sophisticated way than is typical. И это устройство может быть спроектировано таким образом, чтобы реагировать на условия более сложные, чем это обычно бывает. So this idea of more sophisticated than is typical is where we get in trouble with smartass. И вот проблемы со всезнайством, да, или слишком умным, как может быть еще раз мы могли бы сказать, возникают тогда, когда мы имеем дело с условиями более сложными, чем обычные. Because smartass is, and this is a quote from the Oxford English Dictionary, an overly clever or smug display of intelligence or knowledge. Потому что smart, если взять одно из значений в Оксфордском словаре толковом, может также означать и слишком умный, демонстрирующий показной ум или даже снобский. Could be someone who wishes to seem clever, but comes off again as smug and annoying. То есть, если мы человека называем smart, один из вариантов толкования этого определения – это человек, который хочет казаться умным, но на самом деле его считают надоедливым, выпендрежником и снобом. So I want to take a minute and look at how smart has developed as a concept over the last 50 years or so, as applied to different kinds of technology. И сейчас я хочу вам показать, как изменялось значение слова smart применительно к различным технологиям на протяжении последних 50 лет. So for instance, if you look at the timeline that you see here, the first use of the word smart is smartphone. Ну вот, если вы посмотрите на употребление слова smart применительно к технологиям, то первое из значений, первое сочетание, в котором употреблялось оно именно в таком ключе, это умная бомба. And that's in about 1970. Это примерно 70-е годы. And we could look a little farther down the weapons line and see that in about 1985, we start developing the smart gun. И если продолжить эту линию, связанную с вооружениями, то мы увидим, где-то около 1985 года, 1985 года появляется умное ружье или умный автомат. After weapons, what we have next is hardware. We have the smart chip and then the smart card. Но потом у нас появляется умное железо, умный чип, ну и смарт-карт, который по-русски так и называется. And that's in about 1980 to 1985. И появляются они где-то в 80-85 году. We then move into infrastructure, where we have smart highways and later the smart electrical grid. Но у нас есть, потом мы перемещаемся в сферу инфраструктуры, и у нас появляются умные шоссе или умные электросети. And again, the smart highways developed starting around 1980. I'm sorry, it's a little bit hard to see at the bottom of the timeline. Извините, вот сами года не очень хорошо видно, они такие слишком размытые, но вот эти умные шоссе тоже появляются где-то примерно в 80-е годы. And then we see things like material. We see smart material and smart fabric in 1990, in 1995. В 90-м и 95-м году появляются умные материалы и умная ткань. But where we see smart city is somewhere here, is somewhere here between 1984 and 1994.
И где-то в десятилетии с 84 по 94 год развивается концепция умного города. And this is significant because smart cities are very heavily tied to two things: communications infrastructure and hardware. Потому что это очень важно, потому что концепция умного города тесно связана с коммуникационной инфраструктурой и с умным железом. So again, the way they develop is the weapons come first. It's military technology that gets civilianized. Ну и как развивается, да, вот эта концепция, прежде всего она связана с вооружениями, с военными технологиями, которые затем переводятся на гражданские рельсы. Hardware comes next. Ну, затем компьютерная техника, железо. And then we see the hardware become miniaturized. И мы видим, как вычислительная техника становится все меньше по размеру. We see the possibilities for computer and computation become ever more portable. И постепенно компьютеры и различные вычислительные устройства становятся все более портативными. Then we apply the idea of smart to infrastructure. После чего мы применяем вот эту идею умности к инфраструктуре. So in the model that I just showed, first highways, then the electrical grid in this case. Но вот сначала, как в этом случае, это умные шоссе, а затем электросети. And with every step on the way, we see telecommunication advances. И на каждом шагу мы видим развитие телекоммуникаций. And it's here where we see the emergence of smart cities. Вот тут умные города и появляются. After we get smart cities, we get people and mobile interfaces. I mentioned, you might have seen smart mobs up there, people who organize using mobile technology in the city. И уже после этого появляются люди, которые активно используют мобильные интерфейсы, и появляется так называемая умная толпа, smart mob, то есть люди, которые организуют какие-то события, используя различные мобильные устройства. So I want to underscore that smart cities, the way that we typically think about them, are an internet age phenomenon. They particularly developed in 1994 and beyond. But I'm going to show some examples of much earlier instances of smart cities. Таким образом, мы традиционно понимаем умный город как концепцию, ее появление относим примерно к 1994 году и далее. Но я сейчас покажу вам некоторые примеры, которые продемонстрируют возникновение концепций, схожих с идеей умного города ранее. If you look at this, it's hard to imagine what kind of technological infrastructure is not listed on this slide or in this timeline. And I want to point out that smart cities are a gigantic market. Но если мы посмотрим на этот список, трудно себе представить, что здесь что еще можно сюда добавить, здесь вроде бы все уже перечислено. И еще я хочу подчеркнуть, что умные города – это гигантский рынок. So the market today is estimated at $526 billion, and it could be a $1 trillion business by certain markers by 2016. Но на сегодня вот этот рынок мобильного города оценивается в $526 миллиардов, и к 2016 году он должен вырасти до триллиона. So, in terms of communications infrastructure alone, by 2020, we're talking a $16 billion market. Взять только одни коммуникационные технологии, к 2020 году можно говорить о рынке объемом $60 миллиардов. And in terms of a technological investment, we're talking a $174 billion investment in smart cities that's forecasted by 2023. А если говорить об инвестициях в технологии, то к 2023 году можно говорить о сумме инвестиций в $174 миллиарда. If you look at three of the fastest growing aspects of smart cities, which are smart energy, smart transportation, and smart security, these markets are growing almost 30% compound annually. They are a huge, huge business opportunity. Если посмотреть на три основные аспекта рынка в условиях умного города, это умная энергия, умный транспорт и умная безопасность, то эти три очень быстро развивающихся раздела рынка растут со скоростью до 30% в год.
which is to say that the cumulative infrastructure costs for smart cities over the next 20 years are projected to be a $30 to $40 trillion market. А это значит, что инфраструктурные затраты для умного города в ближайшее время превратятся в рынок объемом объемом 30-40 триллионов долларов. So it's almost unfathomably huge, and it is very clear why large technology companies are very excited and very keen to get involved in smart city initiatives. Вы видите, что это рынок невероятного размера, именно поэтому компании, которые разрабатывают технологии, так стремятся попасть на этот рынок умных городов. So as I mentioned before, between 1984 to 1994, we see the genesis of the idea of the smart city. That first of all, it has to do with intelligent buildings, which means building automation. And in this case, one of the first mentions about it is for one financial center in New York. This was a building that was destroyed on 9/11. But the next sets of things you see are in 1993 or 1994 with Smart City Adelaide, which was to be online trading, remote learning, and automatic meter reading. It also was similar to things like Singapore's Intelligent Island initiative at that time. Но вот если мы посмотрим на развитие, на генезис идеи умных городов в десятилетии с 84 по 94 год, мы увидим, что прежде всего все начиналось с так называемых умных зданий. И, скажем, один из первых финансовых центров такого типа, это было одно из зданий, которое было разрушено 11 сентября во время теракта. Но помимо этого был и проект «Умный город» Аделаида, а также Сингапурский остров с использованием вот этих технологий. So, when we're talking about the processes in smart cities, here is how Anthony Townsend characterizes it, and this will be important for how we're talking about the things that can go wrong with smart cities. Townsend writes, life in smart cities will be defined by these dynamic, adaptive systems that respond in real time to changing conditions at the very small and the very large scale simultaneously. Но о том, какие опасности и какие проблемы могут ожидать нас с развитием умных городов, говорит Энтони Таунсенд. Он пишет, жизнь в умных городах будет определяться динамичными, адаптирующимися системами, которые реагируют в режиме реального времени на изменяющиеся условия, как в малых, так и в очень больших масштабах, и делают это одновременно. So again, if we say that information speeds and systems and their speeds characterize the smart city, опять же, если мы говорим, что информационные системы и скорость их функционирования характеризуют умный город, we would also say that the intersection of communication and hardware is what enables the smart city. Мы также должны сказать, что существование умного города делает возможным соединение коммуникаций и компьютерного обеспечения. Now, as I said earlier, I wanted to start with an example of a smart city that is from a different era, one that moves at the speed of carriages and horses. Но, как я уже сказала, начать я хотела с разговора об умных городах, совершенно другой, о чертах умного города, совершенно другую эпоху, когда люди еще передвигались на лошадях. If we look at Paris in the late 19th century and Julien Guade's Hôtel des Postes from 1884, the Central Post Office, what we see is perhaps the world's first intelligent building, a rationalized building that sorted and processed mail, that maximized linkage and speed over everything else, and that was intended to fit upon the network of postal services across Paris and to put in place new services as well. Но я бы хотела привести пример, рассказать о таком умном здании на примере главпочтамта парижского, спроектированного Жюльеном Гуаде в конце XIX века. Это действительно одно из первое умное здание, которое было задумано и спроектировано таким образом,
чтобы обеспечить максимальную скорость сортировки почты, а также для того, чтобы создать сеть, которая связывала бы этот почтамт с почтовыми отделениями по всему Парижу. He was very proud of a number of innovations he'd made to make this building function especially well. He invented a set of elevators, as you can see in these images here, and a set of chutes, of double heloid chutes. And he would use these to get the mail up to the top floor to be sorted and then put into bags and be sent down to the basement within 7 seconds. Он очень гордился системой лифтов, которую он придумал, вы видите ее на фотографии, и специальными подъемниками для почты, которая поднималась наверх, сортировалась и потом распределялась уже по, соответственно, месту назначения. Система эта позволяла обработать почту за 7 секунд. The rational processes he put in place were unlike any post office in Europe. This was the only post office in Europe that had these kinds of advances. И систему рационализации вот этого процесса, которую он применил в ГОДе, это была первая, единственная на тот момент система в Европе. When he spoke to the Society of Civil Engineers about his work, he said, I wanted to talk to you of modern architecture, and instead I've ultimately talked about the architecture of the future. На своей речи перед Союзом инженеров Жюльен Годе в 1884 году сказал: я хотел поговорить с вами, рассказать вам о современной архитектуре, а вместо этого в конечном итоге говорил об архитектуре будущего. Eventually, it moves at the speed of steam, the smart city. Paris had a communication boom in the 1880s, and they had a telegram boom. However, while it was very quick and inexpensive to deliver a telegram, it was very hard to get it to its final destination because the city was too crowded and there was too much traffic. Но скорость, это век, который двигался со скоростью пара. В конце 80-е годы 19 века Париж переживал бум коммуникаций и бум телеграмм. Но если телеграмму, как сообщение, передать можно было очень быстро, проблема возникала при доставке телеграммы конечному получателю, потому что город был наводнен людьми, там было очень много людей, было сложно по нему передвигаться. Paris had other smart technologies like sewers and boulevards that had been put in by Haussmann, and this was how the post-pneumatique found a perfect place to run. В Париже уже были такие сети, современные сети, это канализационные сети и бульвары, проложенные Хауссманном, поэтому пневматическая почта заняла достойное место среди вот этих инноваций. This is a sewer vault in Paris, and it is lined with different kinds of services, including that of the post-pneumatique, the pneumatic post. Это вот канализационная шахта в Париже, и вы видите, что в ней проложена масса различных труб, включая трубы для пневмопочты. Every major city on every continent, with the exception of Antarctica, had post-pneumatique. The pneumatic post was necessary in cities that were financially very important to get information and financial information across the city very quickly. Все крупнейшие города Европы имели такую систему пневмопочты, особенно это касается крупных финансов, кроме Антарктики и Арктики, потому что особенно это касается крупных финансовых центров, потому что пневматическая почта позволяла очень быстро передавать финансовую информацию. As the network grew, this is from 1907, the network grew to be 450 kilometers across Paris. It was the biggest pneumatic postal network. And what you see here are the density of pneumatic tube installations and just the different ways that the pneumatic post would move across the city. Сеть эта росла очень быстро. Перед вами иллюстрация, показывающая плотность линий пневмопочты в 1907 году. В Париже была самая протяженная сеть этих линий, 450 километров. So they'd move at the speed of steam, about 35 kilometers an hour, and this was an alternative to telegram, a paper alternative to telegram.
Двигались они со скоростью парового двигателя примерно 35 км в час, и это была удобная бумажная альтернатива телеграмме. This is the room in the Central Stock Exchange. This is the biggest installation of pneumatic post and the most important one for any city because the pneumatic tubes went where capital went. Communication goes where capital goes. Перед вами на гравюре изображена станция пневматической почты на фондовой бирже. Это, безусловно, было самое важное место назначения, куда пневматическая почта приходила. Почта шла туда, куда шел капитал, потому что очень важно было получать информацию быстро. And you see a very technologically advanced mode of communication here. Nobody here is sweating. They're all working very rationally. There's a clock overhead. There's someone back here being surveilled and watching everybody. Но и вы видите, что здесь все организовано в этом пространстве очень рационально. Никто прям не умирает от работы, наверху часы. Есть человек, который смотрит за порядком работы, никто не мучается, не бегает как сумасшедший. The pneumatic post stayed in existence in Paris until 1984. But what was particularly interesting about it is that it represented what Rosalind Krauss calls a unified system. Пневматическая почта существовала в Париже до 1984 года. Но что поразительно в отношении этой системы, это то, что система была единая, как называет ее Розалинд Краус, объединенная единая система. Between everything that was buried underground, from the sewer, from the urban infrastructures, the canals, the communication lines, everything could be unified underground, and that was one of the very important things that happened within Paris's sewers. Она была частью вот этой единой системы канализационных шахт, каналов, городской инфраструктуры, которая связывала весь город в единое целое. And when we think of smart cities, and we hear about smart cities, that's what we usually hear, that they are a unified system. Именно это мы и слышим обычно, когда речь заходит об умных городах, что эти города являются единой целостной системой. The smart cities that you probably expect us to talk about, or expect me to talk about, operate at the speed of broadband or Wi-Fi, and in this particular case, with RFID tags. Но умный город в современном понимании обычно ассоциируется со скоростью, скажем, широкополосного интернета, со скоростью Wi-Fi и с радиочипами. This is Songdo International Business District in Korea, and it is one of the best-known smart cities. Again, one that was designed to operate at the speed of broadband and using RFID tags. Но вот эта иллюстрация показывает город Сонгдо, район Сонгдо. Это один из крупнейших в мире таких районов умных городов, которые действительно функционируют со скоростью широкополосного интернета и используют радиочипы. But the way that Songdo talks about itself, I think it's important for us to take a look at what they're calling to, because they seem to hearken back to a smart city from 100 years prior. Songdo IBD, International Business District, boasts the wide boulevards of Paris, a 100-acre central park reminiscent of New York City, a system of pocket parks similar to those in Savannah, a modern canal system inspired by Venice, and convention center architecture redolent of the famed Sydney Opera House. Но любопытно посмотреть на то, как этот город Сонгдо заявляет о себе. Он хочет ассоциироваться скорее с умным городом столетней давности. Я цитирую: в Сонгдо IBD есть и широкие бульвары Парижа, и 100-акровый центральный парк, похожий на парк в Нью-Йорке, система небольших скверов, похожих на скверы Саванны, современную систему каналов, прообразом которых послужили каналы в Венеции, и удобная архитектура, напоминающая нам знаменитую Сиднейскую оперу. It was considered to be a possibility for an instant city in a box.
And it was Cisco, the former router company, that they brought together it was Cisco that sought to bring together all of the parts of Songdo. By unifying this smart city, Cisco could move beyond what they've done in an office landscape into the actual real urban landscape. Но за созданием этого города стояла такая крупнейшая компания Cisco, и в Сонгдо им удалось сделать то, чего раньше они не могли. Они соединили все элементы, и те элементы, которые они раньше использовали, создавая так называемое умное офисное пространство, но здесь у них получился город уже в полном смысле этого слова. One of the other best-known smart cities is, of course, the IBM Smarter Cities project in Rio de Janeiro and the Urban Operations Center, which you see right here. Yeah. Еще один известный очень проект «Умный город» — это так называемый умный город IBM в Рио-де-Жанейро. In 2011, there were terrible floods in Rio de Janeiro, and the city was brought to its knees. The city was shut down. And as a result, the mayor of the city made it a major imperative to build an urban operations center where they could keep track of a number of different streams of data for the city. В 2011 году Рио-де-Жанейро пострадало от сильнейшего наводнения. Оно просто привело город в ужасное состояние, и мэр города призвал к созданию операционного центра, в котором можно было бы отслеживать все данные, связанные с тем, что происходит в городе. 30 agencies are situated under one roof here, and what you see on the floor is 70 operators who are operating the data. There are different kinds of data. You see meteorology, you see roads, you see security cameras. 30 агентств различных находятся под одной крышей, сидят в большом зале, который вы видите на фотографии, сидят 70 операторов. Эти операторы отслеживают данные, самые разнообразные, от метеорологических данных, данные о ситуации на дорогах, связанные с безопасностью. The image is reminiscent of mission control. Эта фотография напоминает нам центр управления полетом. And if you notice the perspective of this image, when you go and try to find images of this particular center, you discover that they're all taken from the same place. And it's all from where the glassed-in area where journalists must reside. They are not allowed out on the floor. И если посмотреть на все фотографии вот этого центра операционного, вы увидите, что они, если вот посмотреть на банк данных фотографий, вы увидите, что они все сделаны с одной точки. Это точка, где позволено находиться журналистам из-за стекла, потому что им не разрешают спуститься вниз в этот центр. And what we begin to question is what it's really doing. How effective is it really? Ну и возникает вопрос, чем они на самом деле занимаются, насколько это эффективно. Anthony Townsend again said, it soon became pretty clear that looking smart, even more than being smart, was the real force driving mayors into the arms of engineers. И я опять цитирую Эндрю Таунсенда, который писал: «Скоро стало ясно, что выглядеть умным куда важнее, чем быть умным. И именно эта сила толкала мэров городов в объятия инженеров». There's an impossibility of being able to bring all of this data together at small and large scales. И есть такой аспект невозможности соединить вместе все вот эти данные в больших и в малых масштабах. This idea about information landscapes actually does predate what Cisco and Siemens and IBM are doing. Actually, it comes in the form of Xerox, and in this next part, I want to talk about Xerox architectures of information and then Xerox Park. Но вот этот информационный ландшафт, который пытается создать и Cisco, и Siemens, и IBM, они отсылают нас к концепции, которую использует Xerox, компания Xerox, и архитектуре информации. Именно этому я и посвящу дальнейшую часть своего выступления. So this is a fairly long quote, so I'm going to share it bit by bit. Peter McCullough, who was the president of Xerox in 1970,
made a speech. It was a speech at the founding of Xerox PARC, which is Xerox Research Center. Питер Маккелла, и сейчас я просто приведу довольно длинную цитату, я ее по кусочкам разберу. Питер Маккелла, президент компании Xerox, в 1970 году прочитал речь на открытии парка Xerox, это исследовательского центра компании. And what he said during this speech is the following. The basic purpose of Xerox Corporation is to find the best means to bring greater order and discipline to information. И в своей речи он сказал следующее. Базовый принцип корпорации Xerox состоит в том, чтобы найти лучшие средства для того, чтобы привнести порядок и дисциплину в информацию. Thus, our fundamental thrust, or common denominator, has evolved toward establishing leadership in what we call the architecture of information. И поэтому наше фундаментальное желание, наша задача, общая задача сводится к тому, чтобы стать лидерами в том, что мы называем архитектурой информации. What we seek is to think of information as itself as a natural and undeveloped environment which can be enclosed and made more habitable for the people who live and work within it. Нам хочется научиться мыслить, понимать информацию как некое естественное и не разработанное, как принимать информацию как естественную и неразработанную среду, которую можно заключить в некие рамки и сделать более обитаемой, обжитой для людей, которые в ней живут и работают. So let me unpack that a little bit. Давайте я немножко подробнее объясню, о чем здесь идет речь. First of all, what Xerox wants to do, just like Cisco, just like Siemens, and just like IBM, is bring order to information. Only in 1970, bringing order to information meant managing documents. Как и компании Cisco, и Siemens, и IBM, Xerox хочет упорядочить информацию. Только в 70-е годы это означало упорядочить документооборот. The term architecture of information gets to be extremely important after about 1997, because it comes to mean information architecture, and it's how people, a group of people called information architects, bring order to the structure of the internet. Но совершенно новое и более важное значение этот термин приобретает после 1997 года, когда информационная архитектура и информационные архитекторы попытались ввести порядок в то, что мы сегодня видим в интернете. And we could replace the word information here with data, as I will conclude in just a couple of minutes. And we would see a very contemporary definition for how we talk about information and data and corporate imperatives. И слово информация, информационное, можно здесь заменить словом данные. И сейчас я покажу, как вот эти два понятия, информация и данные, в корпоративном контексте начинают играть совершенно новую роль. So I also want to point out that Xerox PARC is where the term ubiquitous computing comes from. And when we consider Songdo to be the ubiquitous city, literally meaning it's a city governed by ubiquitous computing, I think it's vital to note its connection to this term, architecture of information. Но и в парке Xerox в 70-е годы ключевым принципом становится всеобщее вычисление или всеобщая компьютеризация. Именно она же будет главной составляющей в Сонгдо, в умном городе Сонгдо. So as Mark Weiser, who coined the term, I'm missing, that's okay. As Mark Weiser, who coined the term ubiquitous computing, he was the CTO at Xerox PARC. He died in 1993. He wrote, "The best user interface is one you don't even notice. We think to bring this about means to activate the world at the human scale, provide hundreds of wireless computing devices per person per office, from 1-inch displays to wall-sized. We see it as taking the virtual world inside the machine and bringing it out into the everyday physical world. It is thus the dual of virtual reality, and we call it embedded virtuality, ubiquitous computing, or just UbiComp." Вот это вот всеобщая тотальная компьютеризация, тотальное вычисление, этот термин
Ubiquitous или Ubiquitous Computing был придуман Марком Вайзером, он был одним из управляющих парка Xerox, технопарка Xerox, и я его цитирую. Лучший пользовательский интерфейс — это тот интерфейс, который вы даже не замечаете. Мы думаем, что создать такой интерфейс — это активировать мир, означает активировать мир на человеческом уровне. Обеспечить сотни беспроводных вычислительных устройств на каждого человека и на каждый офис, от дисплеев размером диагональю 1 дюйм до дисплеев во всю стену. Таким образом, мы считаем, что мы таким образом привносим виртуальный мир в машину и привносим его в повседневный физический мир. Таким образом, превращая его в виртуальную реальность. И мы называем его воплощенной виртуальностью, всеобщей компьютеризации или просто убиком. So in 1991, this is what he thought that might look like. A lot of tablets, a lot of different kinds of screens around, and a lot of them disposable. It would be possible to just get rid of them when you were done using them. Ну и вот в те времена, в 70-е годы, ему казалось, что такая всеобщая компьютеризация выглядит как огромное обилие различных таблеток, экранов, которые будут одноразовыми, которые можно будет выбрасывать после того, как вы ими попользовались. So returning to Songdo, where the idea is that it is the ubiquitous city, this is the term, this is the concept that it is picking up on. И возвращаясь к Сонгдо, использует эту концепцию всеобщего, тотального, может быть, лучше даже сказать, тотального города. Вот именно из идеи Xerox он черпает свои идеи. And the marketing claims for these things get kind of ridiculous. И маркетинговые лозунги, которыми сопровождается создание работы этого города, они иногда довольно странно и даже глупо звучат. In this particular example, one aspect of some of the digital city infrastructure in Korea included things like digital media city, the bringer of a new civilization. То есть некоторые даже звучат довольно странно, эти маркетинговые такие рекламные тексты. Вот скажем здесь город цифровых медиа принесет новую цивилизацию. The way that we get these cities to be smart, the way that we get to this new civilization is by using sensors and surveillance and through storage. И получаем мы эти новые города, новые системы с помощью сенсоров, различных систем наблюдения и систем хранения. And at the center of this is the gathering of ever more data. И все это сводится к собиранию все большего количества информации и данных. Preferably big data. По возможности больших данных, масштабных данных. We could consider what Taylor Shelton and Matthew Zook say, which is data is now both the modus operandi and the raison d'être of this latest form of urban governance. И как говорит Тейлор Шелтон и This is from an article, a journal article. В одной из своих статей говорят авторы Тейлор Шелтон и Мэтью Зук, данные — это сейчас и модус операнди, и причина существования, raison d'être, этой последней современной формы городского управления. But yet this idea isn't even new. Going back to 1913, George Ford had the idea of using the science of city planning to gather data in the form of maps and in the form of information about roads and warehouses and food supply. So even these ideas of characterizing the city as smart and as run by data are actually quite old. Но и эта идея не нова. Еще в 1913 году Джордж Форд
полагал, что городское планирование и составление карт, позволяющих объединить вместе, скажем, складские помещения, перемещение, поставки продовольствия, тоже позволит, то есть эти данные, количество данных, собранных воедино, позволит управлять городом. But let's take a moment to remind ourselves that data are not neutral. Although when we talk about smart cities, or we hear corporations talk about smart cities, or we hear people talk about big data, it sounds like they are. Data are socially constructed, and they are not neutral. Но если мы присмотримся к этим данным, то мы поймем, что данные эти нейтральными не являются. Хотя корпорации и умные города говорят о них как бы нейтральных, и большие объемы данных, они все получаются через какие-то социальные, общественные связи, и, конечно, нейтральными не являются. They have to come from somewhere. As Lisa Gettleman and Lev Manovich say, data do not just exist, they have to be generated. Но они откуда-то, где-то должен быть источник этих данных. И как говорят Лиза Гиттелман и Лев Манович, данные не просто существуют, их необходимо генерировать. Moreover, data reproduced existing incongruencies. What does that mean? It means that the problems that are out there in the cities that we already live in tend to be reproduced by data and by technology and not solved by them. И вот эти базы данных, данные, они воспроизводят существующие несоответствия, существующие проблемы. И города, в которых мы уже живем, при помощи вот этих технологий, проблемы, существующие в этих городах и накапливающиеся, они просто репродуцируются. Scale matters. Масштаб имеет значение. Anthony Townsend earlier had written that we operate at very large and very big scales when we're talking about smart cities. And this is a difficult problem. Эндрю Таунсенд уже писал о том, что когда мы говорим об умных городах, мы оперируем огромными масштабами, и это большая проблема. And so while I find the possibilities of technology very exciting, I think that we run the risk of living in a smart-ass city, where we reproduce the existing problems that are out there. И мне кажется, что есть опасность, существует опасность, что мы будем жить не в умных городах, а вот в этих таких всезнающих, снобских городах, которые будут просто воспроизводить проблемы, которые там уже существуют. Or that we use the depoliticizing rhetoric and the corporate rhetoric instead of the rhetoric of real people. И вместо того, чтобы апеллировать к риторике реальных людей, мы начинаем пользоваться такой деполитизированной риторикой или корпоративной риторикой. And we also run the risk of getting the scale wrong, at the scale of the user and the inhabitant, where we will all feel it. И у нас есть также опасность неправильно оценить масштаб на уровне пользователя, на уровне жителя этого города, то есть на том уровне, на котором мы живем. And then finally, that there is a danger of how the data that we collect gets used, how it could be distorted, how it could be used secondarily, how it could be used to our own exclusion. И еще одна опасность – это опасность того, что делают с теми данными, которые собирают. Есть опасность искажения данных, есть опасность вторичного, повторного их использования, которое приведет к тому, что мы будем исключены из этого пространства. So what are the 5 things that we can do to avoid being smartasses in the smart city? Какие же те 5 вещей, 5 шагов, которые мы можем предпринять, чтобы не превратиться во всезнаек в умном городе? First, we can use technology to be critical. Но прежде всего мы можем использовать технологии для того, чтобы быть критичными. We could look at the lesson of someone like Cedric Price, who arguably created the first smart city or the first smart building. Мы можем обратиться к опыту Седрика Прайса, который, как считают некоторые, создал первый умный город или первое умное здание. Price is probably best known for asking technology or for stating technology is the answer, but what was the question? Наверное, очень многие знают высказывание Седрика Прайса. Технология – это ответ, а в чем же был вопрос?
And when he designed the generator project in 1976, which had sensors on many parts of buildings that could be recombined in different ways and put together as so, here is a moving crane. И когда в 1976 году он придумал проект генератор с различными сенсорами на отдельных частях зданий, которые можно было различным образом комбинировать. And could come together piece by piece to suit the desires and needs of its users. И эти детали можно было при помощи крана комбинировать для того, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Designed to suit their whims. Любые их желания. And that use distributed intelligence in a computer program to challenge them. I mean the whims. Generator also had a computer program that could challenge its users. И вот этот генератор, он также располагал компьютерной программой, которая как бы бросала вызов своим пользователям. If they didn't move it around enough, it would get bored. Если они недостаточно с ней играли, то есть недостаточно передвигали элементы, то система начинала скучать. And then it would come up with a new layout for itself. И сама себе придумывала план, сама себе придумывала генеральный план. The computer programmer John Fraser wrote to Cedric Price, if you kick a system, the very least you would expect is that it would kick you back. Джон Фрейзер писал Седрику Прайсу в 1979 году, если пнешь систему, меньше всего ожидаешь, что она пнет тебя в ответ. And these are the kinds of thoughts that we might want to challenge in our smart cities. How might they kick us back? How might they engage us? And how might they provoke us in interesting and productive ways? И, может быть, это те вопросы, на которые нам стоит задуматься в связи с умными городами, на что нас могут спровоцировать вот эти умные системы, какие проблемы, какие вопросы они могут перед нами поставить, с тем, чтобы мы задумались и стали действовать активно. Number 2, we need to interrogate data. When you do data visualization, one of the things that you find is that you spend a lot of time going through spreadsheets and trying to make the data be clean. We need to practice data hygiene and data heuristics. Необходимо проверять данные. Когда, скажем, мы занимаемся визуализацией данных, огромное время уходит на то, чтобы очистить их от различного мусора. То есть мы должны соблюдать такую гигиену данных своеобразную. Third, we have to be critical about the imaginaries and the representations of smart cities. Третье, необходимо сохранить критическое отношение к фантазиям, к фантазиям на тему умных городов и к их визуализации. And we've always been interested and excited about representations like those of archigram and walking city. Нам всегда очень нравились картинки, на которых изображены города будущего, вот эти умные города, подобно архиграмму или городу для пешеходов. Or plug-in city, where users could move around and plug themselves into the infrastructure where they desired in this 1964 version of a smart city. Или вот как в этой версии умного города 1964 года, это такой город подключений, когда пользователи могут перемещаться по городу, подключаясь туда, куда им хочется, и там, где им нужно. But similarly, we should be critical about the imaginaries of Songdo and the fact that they are generic in time and space, as writer Adam Greenfield claims. Но точно так же критически надо относиться и к, скажем, образам вот этого умного города Сонгдо, потому что они не соответствуют реальности в пространстве и времени, как утверждает Адам Гринфилд утверждает. We should realize that we have local knowledge and importing experts, whether they're from Code for America or IBM or Siemens or Cisco, that the ways to enable our smart cities might be on the ground and not from afar. В-четвертых, безусловно, надо учитывать местные знания. То, что мы привлекаем к созданию умного города специалистов из Cisco, из IBM, из Siemens, еще не означает, что они могут заменить то, что лежит буквально у нас под ногами. And finally, we should consider, as Shelton, Zook, and Wig in their articles say, how data comes to matter. And by that, I mean matter as in material.
how data becomes material in our cities and in our everyday lives. И в-пятых, в последнюю очередь, необходимо понимать и учитывать, каким образом данные превращаются в материю, как они овеществляются. Об этом пишет Шелтон и Зок и Уик в своей статье. But I return to that warning from my friend who told me this 10 years ago at dinner, that there is a thin line between smart and smartass, and designing the right experience in the smart city is a difficult task. И здесь я хочу вернуться к тому, что сказал мой приятель за ужином 10 лет назад, о существовании тонкой грани между умным и всезнайкой. И особенно это важно применительно к умным городам, как мы видим сегодня. Thank you. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Thank you very much for that question. Кто-нибудь может из экспертов хочет добавить что-то? Maybe someone wants to add something. Some experts would like to. Question. There's a question. Вопрос. Stephen. Stephen Pemberton. So you mentioned the quote that the best user interface is the one you don't even notice, which I perfectly agree with. But a colleague of mine said the problem is that when you create a user interface that's as easy to use as the coffee machine, you get treated like a plumber. And so there's a vicious circle of having the skill enough to do it, but not being recognised by the management that's employed you to do it, and therefore being replaced by somebody who they think can do it better. Можно я переведу вопрос? Возвращаясь к приведенной в выступлении цитате, что лучший интерфейс — это те интерфейсы, которые незаметны, я вспоминаю цитату Холли Габайта, которая говорила, что когда изобретаешь нечто столь же простое в употреблении, как и кофемашина, есть опасность, что тебя будут воспринимать как сантехника. То есть, как речь идет о замене людей, обладающих знаниями, навыками, умеющих делать сложные вещи, кажущиеся простыми, на замену их людьми, которые изобретают что-то очень сложное в употреблении, в использовании. It makes me wonder if the future in the smart city is keeping it from being inaccessible to its users. Но есть такая проблема, я все время думаю, не превратится ли умный город в недоступный для пользователей, если он будет идти по пути усложнения. Okay, I'll ask in English and then you can translate. So my question deals with the smart, the local knowledge that you mentioned at the end. Because are we looking to use that local knowledge to design large systems? Or are we looking for systems that center on the user and the way the user can impact the environment through creation of apps, through creation of various types of projects, which I hope we will see in the follow-up of Kachakucha discussion. Ну, мой вопрос связан с местными знаниями, о которых вы говорили. Возникает вопрос, мы хотим использовать местные знания для создания систем, или мы хотим создавать системы, которые задействуют пользователя, задействуют его местные знания. Надеюсь, об этом отчасти пойдет речь в рамках дискуссии Пh.D, создания приложений и так далее. So I think when you're talking about local knowledge, you can also be talking about local ways to gather data, local ways to map data, sometimes using some not so smart looking technologies, using paper, using your feet, knowing where to get the data. Sometimes the top-down methods we use don't actually bring to light what is most actionable and most important.
for cities, for neighborhoods, does not concentrate smart city knowledge and know-how in the places that could most use it, can separate the workforce from the location of the smart city, the workers of a smart city from the actual location of it. So again, with the Pecha Kucha that we will hear, I think we will actually hear a number of local knowledge, local examples of how smart cities can come to life. Но когда я говорю о местных знаниях, я очень часто имею в виду и местные, скажем, способы действия, образы действий, способы сбора информации. Очень часто это могут оказаться не самые технологичные пути, бумажные пути, я не знаю, или ходить ногами, да, какие-то, но именно они позволяют собрать и организовать данные оптимальным образом, в отличие от процесса сверху вниз, да, который исходит из какой-то технологической идеи и потом спускает ее вниз. И речь идет о различных ноу-хау, скажем, о том, как, я не знаю, соединить работающих людей, да, и места их работы в умном городе. Надеюсь, в рамках Пичи-Кучи мы об этом еще поговорим сейчас. Знаете, мне показалось, что все-таки достаточно самоочевидные вещи были изложены. И больше всего меня, конечно, все выступление поразило, что до 1984 года пневмопочта в Париже работала. Это для меня действительно открытие. А все остальное, ну, как достаточно банальные вещи. А вот интересно, ваш взгляд на мир, а вот вследствие этого развития должно быть через 10 лет, к чему мы должны прийти, к каким-то очевидным вещам, вот что-нибудь конкретное. Можно сказать, будет развиваться мир, и мы придем вследствие вот обработки вот большого количества данных к чему? Well, a lot of what have been said was kind of, self-evident. What I was impressed with was the fact that the Pneumatic Post worked in Paris until 1984. However, I mean, since a lot of what you've said is pretty self-evident, what would your forecast be, in 10 years? What would all this data processing and all this development lead to? What things will be self-evident in 10 years' time? So I think if it really were so self-evident, we would see these cities actually delivering on what they say they're going to deliver, and they don't. We also see that a 10-year time frame is very short. So I don't actually see them even beginning to deliver on what they say they will. And I would like to see, if things went ideally, I would like to see them deliver more gracefully at the level of the user and the inhabitant. I would like to see how they don't be smartass. And I would like to see how they bring these things together. The other difficult aspect, of course, is that anything that's being developed now, any paradigm that you choose now, in 10 years, something else is going to be outdated. So the RFID tags are not actually the most, they probably wouldn't be what they would be choosing today, right? And we might be using other technologies, and that's always a danger. So anything that might be being put in place today might actually be rather dumb. Но мне кажется, что если бы все было так самоочевидно, то сегодня эти умные города давали бы то, что они обещают. Но они сегодня не дают того, что они обещают. Кроме того, 10 лет – это очень небольшой срок. И если говорить о том, чего бы мне хотелось в идеальной ситуации, чтобы они, скажем, давали больше на уровне пользователя, на уровне жителя конкретного, да, чтобы сделали жизнь конкретного человека удобной. С другой стороны, любые парадигмы, да, в которых мы сегодня существуем, они могут сдвинуться через 10 лет, и масса технологий может просто устареть. Скажем, сегодня мы говорим о радиочипах, да, в этих умных городах. Они могут вообще превратиться в совершенно в ненужный хлам. И могут появиться другие технологии, поэтому прогнозировать в этом смысле довольно сложно. Can I ask a question? One of the ideas you pointed that has linked to the smartness of the city is the fact that everything should be connected in a system. So the system is all embracing. Everything is providing data. And what gets to my mind with this respect is the much discussed critics of ubiquitous computing
telling that there is heterogeneity of infrastructure that we cannot get rid of. It is as ubiquitous as the dream of ubiquitous computing. Yes. And I wonder if these critics isn't relevant to the smart city as an idea. Isn't it the fact that smart house city is a reality, while smart city is just a dream used for branding by Cisco? Сами переведете или перевести вас? Да, давайте я скажу. Одна из идей, которую вы связывали с образом умного города, это обстоятельство, что этот умный город, он представляет собой единую систему, где все поставляет данные. И в связи с этим возникает такая вот связь с идеей критики, которая высказывается по поводу вездесущих вычислений, Марка Вайзера банально предложил такую идею, что инфраструктура всегда гетерогенна. Мы никогда не можем найти такую ситуацию, где у нас все стандарты совпадают, все совсем соединяется, и в этом смысле вездесущие вычисления – это мечта, которую мы никогда не можем достичь. Может быть, оказывается, что вот этот вот хитроумный город – это и есть наша реальность, с которой мы всегда останемся, тогда как умный город – это просто мечта, которая использует Cisco и IBM для того, чтобы делать свои продукты. My smart city or my smart home is built in 1904 and maybe has some home automation and maybe has fast internet access. Maybe Smart Petersburg is the Petersburg that's always been and the interfaces disappear. But that's a whole host of new problems too. That's also problematic in many ways. 1904, you mean? Yeah, my house. Вот мой идеальный умный дом, да, в умном городе, это дом, построенный в 1904 году, в котором многое автоматизировано, в котором есть очень быстрый интернет. Может быть, в том случае с Петербургом, да, с умным Петербургом, эти интерфейсы просто исчезнут, да, их нет, мы как бы не видим их. Sorry, I lost the last one. У меня просьба, представьтесь, пожалуйста, чтобы мы могли потом С меня начали. Анна Карханова, архитектор. Я просто хотела бы, не знаю, как сказать, это скорее даже не вопрос, я просто хочу сказать, что, видимо, что отличает умный город от города умника, мое сложилось у меня такое впечатление, что это нельзя, как русские говорят, вот абсолютно рогом упираться в какую-то суперидею. Потому что, если вспомнить историю градостроительства 20 века, вот упомянутый Форд, он же был, его поклонником большим был Ле Корбюзье, который, в общем, и создал на основе фордизма, то есть следования умным технологиям, правильно, распределение потоков, движения людей, машин. И машина же, она была, таким идеалом начала 20 века, она была красивая, удобная, комфортабельная. То есть из этого выросла вся Афинская хартия. Разделение потоков, правильное поведение, это для этого, это для того. То есть вот из этого выросло современное градостроительство. И, в общем, наш город красивый, имеет очень много проблем из-за следования этому четкому какому-то правильному разделению. И в конце концов, смарт-сити – это город, где можно, это не тот город, где можно жить в умном городе, где у тебя интернет, все вообще регулируются автоматически всякие там теплообменные процессы, но ты, выйдя из города, должен сесть в машину и в пробках делать не знаю сколько, чтобы доехать до берега реки, где чисто и там птица поет. То есть вот я хочу просто сказать, что, видимо, надо как-то очень тоже сбалансированно относиться к этой идее. Конечно, людям должно быть удобно, но все-таки умный город – это не только город высоких технологий, а это город, который создан для человека, для его интереса, для его разнообразной жизни, для разных людей. В общем, извините. As an architect, I see this division, the difference between the smart and the smart-ass city.
in a way, we shouldn't, developing this idea, we shouldn't stick stubbornly to one idea when developing this, the whole city. Even if we take Ford that you have referred to, he admired Corbusier's ideas about distribution of flows and distribution of flows of smart distribution of flows of human flows and machine flows. Henry Ford or George Ford. Okay. George Ford. Eventually it led to the Athens Charter, which presumes that we are living this proper, planning the city in a proper way to distribute the flows, and which leads, in the case of St. Petersburg, for example, to many problems if we're trying to follow this idea. And the smart city, to my mind, is not only a smart city in the sense of having internet and access to everything and automation, but if you live in such a smart city. And everything works, but then you have to get into a car and spend hours standing, in traffic jams, trying to get to a bank of the river. This does not impress me as much of a smart city. So, to my mind, the smart city should balance this smartness, technological smartness, with it should not only be about high tech and internet, but also serve the inhabitant and the user. Exactly, yes. Спасибо большое. Давайте последние два вопроса, потому что мы сейчас потом послушаем проект, ребята, проходите. Последние два вопроса мы там. My name is Natalia Bokova. I'm an architect, and I want to ask you: is a smart city is it a management idea? Is it lead us to the unified city, or it leads us to the unified to the diversity of people tastes, of people ideas? Is it the method of control, or it's the idea of freedom? Я спрашивала, является ли идея Smart City, идеей менеджмента, идеей контроля над городом, приведет ли это нас к некому унифицированному городу, или это идея разнообразия и идея разнообразного города, идея свободного города? I think it depends on who you ask. I think if you ask Cisco, or perhaps the United States National Security Agency, they might have one answer. And I think that if you ask a bunch of people interested in changing and activating their cities at the ground level, you get a different answer. Мне кажется, зависит от того, кого спрашивать. Если спросить ЦИСКО или Американское агентство национальной безопасности, вы получите один ответ. А если спросить людей, которые пытаются на каком-то базовом, фундаментальном уровне организовывать и изменять свой город, вы получите ответ другой. And the mainstream, what is the mainstream to which it can lead us? I think they want to be able to get to work and get their email. Но я думаю, что на уровне людей, людям хочется быстро добираться до работы и почту проверять. Добрый вечер, Чехаревич, Ленинский центр. Во-первых, спасибо огромное за интересную презентацию. Вот мне особенно понравилась часть, которая связана с исследованием истории появления термина. Потому что сейчас он стал очень расхожим, и мы любое хорошее дело или вещь норовим назвать смарт. До этого мы говорили устойчивый город, теперь мы говорим смарт-город, прогрессивный, цифровой. Вот сам термин смарт, у него есть зафиксирован момент его появления. 1974 год, по-моему. Да? Как долго, вы думаете, он будет популярен и обозначать все хорошее? Thank you very much for the presentation. I particularly like the part where you elaborated on the smart term and its history. We now use it in a positive sense. Now everything is smart in our environment. It used to be sustainable or digital. But however, as far as I understand, it was coined in 1974, around that time.
To your mind, how long will it still mean something positive, something good? I'm smiling and pointing at him because we started talking about this last night after my flight got in. So I guess 2003 saw the upswing of green and sustainable, and we rode that maybe until about 2008, and then we saw its decline. So maybe we guess that smart's got another 5 years or so. In the meantime, we're seeing big data come up. So maybe that's got to go sometime, because big data doesn't actually mean anything. So and then what comes, I guess, would be the question that I would have for all of us here today and tomorrow. What's next? Любопытно, что, почему я показываю своего коллегу, любопытно, что мы буквально вчера вечером об этом говорили, когда я прилетела, как раз обсуждали этот вопрос. Если, скажем, в 2003 году мы видим подъем таких понятий, как зеленый, да, зеленый и устойчивый, а потом где-то через 5 лет, в 2008 году они начинают терять свои позиции, если вот эту же динамику применить к слову smart, то я думаю, что где-то лет 5 у него еще, может быть, есть. Потом это пойдет на спад. Сейчас на подъеме понятие big data, да, большие объемы данных, которые само по себе ничего не значит, но, видимо, тоже какое-то время еще продержится. Вопрос, что возникнет, что будет следующим? Спасибо. Ну, на самом деле, у нас еще один был вопрос. Мы будем его слушать, или мы вот свои два, и тогда это точно будет вопрос. Или мы дадим молодой человек. У меня будет небольшой спич по представленным вопросам. Вопрос. Меня зовут Антон Овчинников, я инженер, электронщик. На самом деле достаточно близко знаком с представленной системой ЦИСК и достаточно глубоко изучал эти системы. Суть в том, что ЦИСК в данный момент продвигает технологии городского Wi-Fi и, то есть именно технологию обмена данных по Wi-Fi сетям. То есть они датчики делают на этой основе, и они определяют там места на парковках, когда вывозить мусор, как правильно расходовать энергию и так далее, и так далее, и так далее. Должен сказать, что они эти системы внедряют как и в новых городах. Тут можно вспомнить проекты в Дубае, можно вспомнить китайские новые города, полностью Smart City. Также можно вспомнить, как они вводили данный проект, к примеру, в Барселоне. Барселона достаточно старый город, если так можно рассматривать, и он там тоже вполне достаточно успешно прижился. Самое важное в этих проектах, я полагаю, не только то, что мы получаем какие-то данные, и то, что мы как-то улучшаем жизнь горожан. Я предполагаю, что те данные, что мы получаем, они наиболее важны для отделов городского планирования, для организации каких-то публичных мест, для того, чтобы те города, которые строились по американской системе архитектуры, то есть это условно города для машин, города для потоков, города для трафика, превратить города скорее в некую скандинавскую модель архитектуры, то есть это города для людей, то есть это более зеленые города, города, в которых живут более счастливые люди. И при этом вы говорили об опасности технологий. Должен сказать, что определенное рациональное зерно в этом есть, потому что подобные сложные системы, они, например, применяются в Чикаго для снижения уровня преступности. То есть там используются высокопроизводительные вычисления для определения лиц преступников, специальных таких камер. У этого есть две стороны, как у всего. То есть, как отметили, снижение уровня преступности большое, так и некоторые жители с недоверием относятся к этому. Как вы считаете,
мы должны двигаться вперед по технологиям или все-таки в первую очередь думать об опасности технологий? Yes. Seriously. But there's always a line between security and privacy, and we are often asked to sacrifice privacy in the order of security. It is a false dichotomy. You don't need to give up privacy for security. I live in Chicago half the time, so I know these cameras. I also know they don't necessarily keep you safe. I want to also point out that I think Cisco is very much in the business of bringing it all together. So in the same way that they could connect all of the elements in an office or on the internet, they can now do this at the scale of a city. This is especially the imperative of Gordon Fuller, who's the director of urban innovations, and he keeps attacking this question on all of the different levels that you've named. On the level of human flows, on the level of security, on the level of information and data. And I think that he sees it as part of a very big set of problems. But the fact is, we will continue to deploy more technology. Of course we will. And it will exchange information faster, and we will store more information than ever before, and things will happen to that information that we have no control over. And we should be critical about it, but I also don't think we should only fear it. I think we should come to our own conclusions about how it can make a world we want to be in. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вот эта вот тонкая грань существует очень между безопасностью и вторжением в частное пространство. Но мне кажется, мне как человеку, в частности, живущему довольно большую часть своей жизни в Чикаго, мне эта дихотомия кажется ложной, потому что совершенно не нужно отказываться от этого защищенного частного пространства ради безопасности. И я знаю, что далеко не всегда вот эти камеры, которые за всем наблюдают, далеко не всегда они помогают, предположим, предотвращать преступления. С другой стороны, Cisco, о которой мы говорим, она все объединила, то есть она так же, как и в пространстве интернета, так же, как и в пространстве своих офисов, сумела объединить все компоненты. То же самое она проецирует теперь на города. И Гордон Фуллер, который отвечает в компании за инновации в области городского планирования, он как раз очень много говорит и отслеживает и понимает проблемы, связанные видит, какие проблемы связаны с ростом уровня информации, собираемой информации и данных. Мы понимаем, что мы и дальше будем развиваться в сторону увеличения объемов этих данных, увеличения скорости их сбора, но надо относиться к этому критически, с другой стороны, бояться этого не надо. Спасибо большое. Мы переходим. Thank you.